Месседжи Алиева адресованы Москве. Он пытается перенаправить стрелки в сторону Еревана. Целью интервью президента Азербайджана было направить определенные месседжи России. Я не думаю, что целью интервью было направление каких-то месседжей Армении. Целью было направить определенные месседжи Москве. И в этом контексте визит одного из главных лиц российской пропаганды в Баку был не случайным. Ключевыми вопросами интервью были: будет ли размещена в Азербайджане военная база члена НАТО, Турции, и остается ли в силе подписанный между Москвой и Баку договор от 2022 года. В соответствии с этим договором ни в России, ни в Азербайджане не могут размещаться войска страны, которая представляет угрозу для одной из стран-подписантов. Нужен был ответ именно на этот вопрос, и была необходимость в том, чтобы ответ был озвучен публично. Вся суть интервью заключалась именно в этом. По моим оценкам, те части интервью, которые затрагивали связанные с Арменией вопросы, следует рассматривать больше как представление ситуации и ее видение Азербайджаном, нежели как месседжи Еревану. Заявление Алиева о том, что на армяно-азербайджанской границе находятся не гражданские наблюдатели ЕС, а структуры НАТО, что Армения вошла с Азербайджаном в гонку вооружений и прочее, также были адресованы Москве и напрямую связаны с Шушинской декларацией, подписанной с Турцией. В условиях обострения отношений России и Турции в последний период Алиев попытался перенаправить стрелки с Азербайджана на Армению, говоря, будто по их данным Армения ждет указаний Запада для того, чтобы выйти из состава ОДКБ, что Армению вооружает член НАТО Франция и прочее. Проще говоря, если у России есть претензии в связи с сотрудничеством с членом НАТО, то эти претензии следует адресовать Армении, а не Азербайджану. В реальности угроза для России исходит от Азербайджана, а не от Армении. В Азербайджане ежегодно проводятся десятки военных учений с Турцией. Азербайджанская армия по сути является армией Турции. Со следующего года азербайджанская и турецкая армии перейдут под общее командование. На этом фоне обострение российско-турецких отношений создает для Азербайджана определенные угрозы. Эта страна оказывается посреди двух крупных противоборствующих государств, с которыми имеет подразумевающие определенные обязательства договора. Отметим, что Алиев попытается получить Зангезурский коридор, не исключена и однодневная война. После его интервью стали понятны новые требования Баку. Армянская сторона готова идти на компромиссы, но Баку представил целый ряд новых требований. Возвращение в Армению 300 тысяч азербайджанцев, вывод евронаблюдателей, запрет на закупки вооружения и другие. При этом Алиев замалчивает требования о коридоре, видимо, считая его выполнение военным путем и, наверное, самым доступным. Алиев готов добиться своей цели, даже если придется пойти на новые жертвы. В этом контексте важно вернуть в политическую повестку карабахский вопрос. Вопрос права карабахцев на возвращение в свои дома. Это приведет к дипломатическому балансу. В ответ на заявление Баку о Зангезурском коридоре можно будет зеркально поднимать вопрос Лачинского коридора. — 19 декабря в Афинах состоялись двусторонние консультации между Арменией и Грецией, а также трехсторонние консультации Армения-Греция-Кипр по вопросам обороны. От Министерства обороны Армении в консультациях приняла участие делегация во главе с начальником управления оборонной политики и международного сотрудничества Левоном Айвазяном. В ходе консультаций были обсуждены результаты работ в сфере оборонного сотрудничества за 2024 год и планы на 2025 год. Стороны отметили, что сотрудничество зафиксировало значительный прогресс как в количественном, так и в качественном аспектах, охватывая важные направления, которые требуют более долгосрочной и системной работы. Также были обсуждены вопросы внедрения новых подходов и стандартов в оборонной сфере. Левон Айвазян представил своим коллегам процесс трансформации армии Армении, подчеркнув вклад партнеров из Греции и Кипра, в частности, в деле подготовки различных родов войск, военного образования, тренировок и учений, обмена опытом, а также консультативную поддержку и другие направления. Была затронута тема последних региональных и международных военно-политических событий. Стороны подчеркнули важность регулярного проведения оборонных консультаций.
По завершении консультаций были подписаны программы двустороннего сотрудничества Армения-Греция и трехстороннего сотрудничества Армения-Греция-Кипр на 2025 год, которые включают несколько десятков мероприятий в различных сферах деятельности вооруженных сил. Греческое издание «Этнос» опубликовало статью об инициативе правительства Армении «Перекресток мира» и ее региональном и международном значении. В статье говорится, что Армения предложила инициативу «Перекресток мира», направленную на укрепление транзита, взаимосвязи и торговли в регионе, создание новых связей между странами Южного Кавказа и содействие установлению прочного и устойчивого мира. Армения выразила готовность построить и восстановить всю необходимую инфраструктуру для обеспечения транспортных связей по коридорам север-юг и восток-запад. Стратегическое положение Армении как регионального узла открывает важные возможности для интеграции и экономического роста. Основная цель состоит в развитии коммуникаций между Арменией, Ираном, Турцией, Азербайджаном и Грузией за счет модернизации дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и цифровой инфраструктуры. В настоящее время открыты пути с Ираном и Грузией, что свидетельствует о дружеских отношениях Армении с этими странами. В то же время дороги с Турцией и Азербайджаном остаются закрытыми. Для Южного Кавказа определяющим фактором является мир, который возможен только при открытых границах и развитых экономических, политических и культурных связях. Без инфраструктур, такие как дороги и железные дороги, построение мира между Азербайджаном и Арменией будет крайне затруднено. Инициатива также предполагает создание пограничных пунктов пропуска с Турцией и Азербайджаном для упрощения коммуникаций и восстановления транспортной инфраструктуры. Проект «Перекресток мира» позиционирует Южный Кавказ как важный транспортный узел, соединяющий Восток и Запад, Север и Юг. Инициатива уже получила поддержку ряда стран, в то же время США, ЕС, Франция и Греция. Иран приветствовал проект, а Россия, Великобритания и Германия высказали положительные отзывы. Инициатива требует дальнейшей международной поддержки для превращения региона в процветающий экономический центр. Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис подчеркнул, что «Перекресток мира» из себя представляет реальное и устойчивое решение проблем региона, содействуя миру и стабильности. 17 декабря в посольстве Армении в США состоялась специальная дискуссия, посвященная долговременному влиянию USAID в укреплении экономического развития и демократического управления Армении. Глава USAID Саманта Пауэр подтвердила прочное партнерство между США и Арменией, подчеркнув важность постоянного сотрудничества по таким вопросам, как энергетическая безопасность, изменение климата и продовольственная безопасность. В ходе сессии вопросов-ответов посол Армении в США Лилит Макунц отметила, что двусторонние отношения в первую очередь основаны на общих ценностях двух стран, и выразила убежденность в том, что есть ряд вопросов, по которым интересы Республики Армения и Соединенных Штатов стратегически совпадают, одним из которых является мир на Южном Кавказе. Мероприятие с участием представителей правительства США, Конгресса, аналитических центров и армянской общины завершилось приемом. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.